корейские соленья. И начинаем мы с приготовления заливки. Лучше взять кастрюльку, которую не жалко. И мы заливаем туда 1 стакан воды, я имею в виду 1 маленький пластиковый стандартный стакан, и затем заливаем соевый соус, тоже в объеме 1 стакана, то есть 1 к 1 в данном случае. Затем добавляем уксус в объеме половины стакана. Я использую яблочный уксус. Затем добавляем сахар, также в объеме половины стакана. Сахар используем обычный белый сахар. Все это мы должны с вами довести до кипения. Теперь 2 большие луковицы, как вы видите, они очень большие. Я должна буду сначала обрезать кончики с 2 сторон, то есть нижнюю часть луковицы, где у нее корни, и верхнюю ее часть. И затем, конечно же, я должна буду обе луковицы почистить и, конечно же, помыть. Хочу дать один совет по поводу луковой шелухи. Лук полезен не только сам по себе, но и его шелуха тоже, поэтому я ее мою, сушу и потом использую. Например, каждый раз, когда варю свинину, то кладу туда луковую шелуху, избавляю ее так от запаха. Затем нам также понадобится какая-нибудь стеклянная емкость, контейнер или банка. Стекло должно быть прочное, оно должно выдерживать температуру. И затем мы нарезаем лук. Разрезаем лук напополам, затем напополам поперек и нарезаем кусочками размером приблизительно с палец. Нарезав лук, мы закладываем его в ту емкость, в которую будем наливать заливку. Емкость лучше всего предварительно простерилизовать, и мы можем либо расщепить кусочки лука, либо же заложить их целиком. Затем 3 перца чили, либо можно миксовать зелено-красный чили, или же использовать только один цвет. И нарезаем чили мы кусками такого среднего размера, слишком мельчить здесь нет необходимости. И закладываем перцы в ту же самую емкость. Как вы видите, когда используете перец и зеленый, и красный, то получается достаточно красиво. Теперь переходим к другому варианту соления с огурцами. Как видите, в этот раз я использую банку. И 2 больших огурца нам потребуется с вами. Мы их, конечно же, хорошо помыли, обрезаем у них кончики и нарезаем кусками в 1 сантиметр. Вот такая вот ширина приблизительно, посмотрите. Вообще у этого вида, у корейских солений очень много разных видов, то есть с разными овощами можно их готовить. Надеюсь, мы еще несколько вариантов с вами затем приготовим. Теперь для соления из огурца нам также потребуется 1/4 луковицы, которую мы нарезаем вот таким вот образом. И 4 дольки чеснока, которые мы нарезаем тонкими кусочками. После того, как мы все необходимое с вами нарезали, лучше всего это в какой-нибудь глубокой емкости с друг другом перемешать и затем уже закладывать в емкость. Но в данном случае, если это банка, то удобнее так. Если же это контейнер, то можно и в контейнере все сразу перемешать. И вот, собственно говоря, мы уже готовы. Осталось только дождаться заливку. Когда она закипит, если появилась пена, то пену нужно снять. И после того, как закипело, еще 1 минуту варим на тихом огне, помешивая, и затем снимаем с огня. Заливку мы заливаем в овощи не горячую, она должна быть теплой, то есть мы должны дать ей немного остыть, но она не должна быть холодная, а именно теплая. Почему? А для того, чтобы овощи потом у нас были хрустящие. Когда мы залили лук заливкой, мы его немного должны ложкой погрузить в заливку и дать остыть всему этому натуральным образом. Так мы приготовили с вами луковое соление.
Заливка для огурцов в данном случае готовится по тем же самым пропорциям и тем же самым образом. После того, как мы заливку сделали, мы ее немного остужаем, чтобы она была теплой, и точно таким же образом заливаем овощи сверху. И смотрите, чтобы все было погружено. То есть можно перемешать. И мы сделали с вами соленье из огурца. Держим мы все это 2 дня вне холодильника и затем уже храним в холодильнике. Обычно можно начинать есть это уже через 2 дня. Срок хранения от 2 до 6 месяцев, если вы будете держать это герметически закрытым и туда не будет попадать вода, что очень важно. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!